Приветствую, друзья! Знаю, многие из вас уже успели соскучиться по недорогим гибридным наушникам от компании Knowledge Zenith. Сегодня мы постараемся исправить эту оплошность и поговорим о их новой модели KZS, базирующейся на 10-мм динамическом драйвере и электретном диаметром 6,8 мм. Очень красивая, на мой взгляд, модель, да и есть что про нее рассказать. Поехали! Пришли наушники в стандартной для этого бренда картонной коробке со схематичным изображением самих героев обзора и полным перечнем технических характеристик с обратной стороны. Из важного отметим импеданс 32 Ома и чувствительность 113 дБ на милливатт. В комплект нам положили, конечно же, небольшую инструкцию по эксплуатации, а также набор из белых силиконовых амбушюр, почему-то с подрезанным сердечником. Мне такие не садятся от слова совсем, пришлось заменить их на другие из моей же коллекции. Кабель тут, друзья, на удивление толстый, витой, да еще и приятный на ощупь. Замена его на коричневый от КЗ, конечно, дает свои положительные плоды, но не то, чтобы это было прямо критично. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,270 и 0,506 Ом, что нормально с учетом наличия в моей версии гарнитурного блока. Штекер здесь прямой, металлический, заушины выполнены из плотной термоусадки, а соединение осуществляется на вилочных коннекторах 0,75 мм класса QDC. Сами чашечки полностью выполнены из металла с единственным компенсационным отверстием с внутренней части корпуса, несколько удлиненным звуководом диаметром 4 мм и стильными вырезами, сквозь которые просвечивается зеленый пластик. Смотрится это просто сверхэффектно. Очень красивые, как на мой взгляд, получились наушники. Посадка у модели тоже выше всяких похвал, только подберите к ним нормальные по размеру насадки. Вот так вот это, собственно, и выглядит. По измерениям у нас заметно более длинный относительно нормы импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1,3%. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 72,96 миллисекунд. Практически без возмущений даже в области низких частот. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 12 дБ с плавным заходом на середину, затем идет легкое выделение области разборчивости, имитация ушной раковины и значительный пик на 8 кГц, возвышающийся над всем остальным графиком на 2,5 дБ. Роль его заключается в усилении четкости звучания, однако такое выделение может нести некоторые проблемы для сильно акцентированной в данном месте музыки. В целом же график, как и положено, нам довели до 20 кГц. Тестирование в этот раз я решил начать с оркестровой музыки и был даже несколько ошарашен. Прорисовка сцены в глубину выполнена весьма неплохо. Да, BKS Autumn делают это еще лучше, но там и ценник в 4,5 раза выше. А так очень достойная передача расположения инструментов, звучание четкое, насыщенное и приятное слуху. От КЗ да в данном ценовом сегменте, признаюсь, никак не ожидал. Однако при переходе к рок-музыке я почувствовал некоторую нехватку объема. Все тембры хотя и находятся на своих местах, однако почти лишены соответствующей им глубины. То есть сцену КЗЗ строят отлично, но сами тембры при этом кажутся немного плоскими. Ну и, наконец, переходя к скоростным тяжелым жанрам, отчетливо ощущается избыточность высоких частот. При этом ритм гитары получают столь необходимый им буст и энергию. Самые же низкие частоты лично у меня вызвали некоторое такое двоякое впечатление. С одной стороны, низ здесь очевидно не доминирует над остальными частотами, а с другой он имеет слабую разборчивость, а местами даже превращается в эдакий туман, захлестывающий нижнюю часть средних частот. Зато к серединке у меня, друзья, никаких вопросов нет. Чистая, детальная, с небольшим таким налетом музыкальности и подсвеченной выразительностью. Если слушать какие-то не сильно яркие жанры, то в совокупности с верхами получается очень даже неплохо. Я бы даже сказал, интересно. По стилистике мне понравилась
понравилось, как ZES отрабатывает акустически сложную в плане сцены музыку. Здорово им удается передать женский джазовый вокал, соул, популярную музыку, электронику. А вот тяжелый металл дается наушникам очень по-разному. Если на верхах все плохо, то наушники будут ярчить, резать и всячески выделять имеющиеся в записи артефакты. В роке и мужском джазовом вокале, на мой взгляд, ощутимо не хватает объема. Однако в данном ценовом сегменте, это скорее уже придирка. Даже бас, хотя и подается в макро, но воспринимается довольно-таки реалистично, имитируя работу вуфера. Немного нестандартная, конечно, получилась конфигурация, но и вопросов к ней лично у меня нет. Из источников однозначно нужно обходить стороной все, что подсвечивает верхнюю половину спектра. Например, такой ЦАП, как Colorfly CDM1 или любые плееры от этого же производителя. Ну а сделав ставку на что-то довольно объемное и мелодичное, мы получим, как говорится, лучший баланс. К таким можно отнести iBass ADC-05, Hi-B FC3 и Tempotec Sonata HD3 или 5. Сравнивая же KZZ с таким бюджетным хитом, как CCA и CRA, на слух у последних ощущается куда меньше собственной массы, но более четкий бас. То есть сэкономить тут не особо получится. Модель, на мой взгляд, действительно своих денег стоит, однако покупать ее всем подряд, естественно, не имеет смысла. Так, заядлым металлистам я бы все-таки порекомендовал посмотреть что-то еще. Ну и в комплект к ультрадешевым источникам данные наушники тоже едва ли подойдут. К ним лучше выбирать что-то довольно-таки сочное, объемное. А детализации и резкости у героев обзора хватает и своих. Итогом, гибридные внутриканальные наушники KZZ хорошо сидят, отлично смотрятся. Кабель в комплект тоже положили нормальный. Только лишь с амбушюрами промашечка вышла, придется поискать что-то в собственных загашниках или дозаказывать с AliExpress. По звучанию они, конечно, не убийцы всего и вся, однако для своего ценового сегмента звучат очень даже неплохо. Отлично передают пространство сцены в глубину, имеют хороший вес и мелодичность. В качестве минусов можно отметить несколько пересвеченные верха, и тембральный объем в данных наушниках практически отсутствует. Все так же, как это было в EDS и EDX Pro. А вообще нормальные недорогие наушники вполне можно пользоваться. А на этом у меня все. Это были динамические наушники KZZ. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.